Здравствуйте, Скорпионы! Сегодняшний Таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на отношения месяц июнь. Давайте посмотрим, что в июне происходит у вас касаемо ваших взаимоотношений, касаемо вашей второй половинки. Что происходит в вашей жизни. Напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень-очень вам признательна за такую вашу активность. Также не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще этого не сделали. Буду очень вам за это признательна. Итак, давайте посмотрим, скорпиончики, что же происходит непосредственно у вас, в вашей паре в июне месяце. Итак, первая карта у нас карта принцесса жезлов, карта огня, карта огненного знака. Может быть, взаимоотношения с огненным знаком, это львы, овны или стрельцы. Но в целом принцесса жезлов — это карта пылкости, энтузиазма, каких-то смелых решений, которые у вас преобладают в ваших взаимоотношениях, да, с вашей второй половинкой. Ну, давайте посмотрим, что здесь рядышком с ней выпадет, какая карта рядом будет. Карта двойка жезлов. Возможно, что-то будет связанное с выбором и принятием решений, но здесь у вас достаточно смелости, такого опять-таки огня, импульсивности, чтобы возможность, которая вам выпадает по пажу жезлов, чтобы она была использована, чтобы вы смело ею воспользовались и по двойке жезлов сделали определенный выбор, который для вас будет интересен, потому что двойка — это, как всегда, два варианта, две возможности, которые у вас есть, как два варианта развития событий. Давайте посмотрим следующие карты, чтобы более полная картина у нас создалась. Давайте посмотрим, что здесь еще у вас выпадет. Есть десятка мечей, соответственно, под принцессой жезлов. В ближайшем прошлом у вас есть карта звезда, карта надежды, планов, которые у вас были. И также под двойкой жезлов карта туза мечей, карта решения каких-то вопросов, решения каких-то сомнений, уход от сомнений, отсечь какие-то сомнения свои, освободить себя, возможно, от какого-то негатива, в котором вы могли находиться, или дискомфортной ситуации, в которой находились вы, будучи в этих отношениях. То есть по десятке мечей вы из-за чего-то испытывали стресс, постоянное ощущение дискомфорта, отчаяния, то есть что-то вам, может быть, давалось тяжело, но здесь у вас появляется новая возможность. Да, два варианта, две возможности. Вы рассматриваете эту возможность, интересуетесь какими-то возможными переменами, которые могут быть. Может быть, они связаны как-то даже с поездкой, с переездом каким-то. Двойка жезлов. То есть рассматриваете эти варианты, рассматриваете эти возможности. То есть как возможность поменять что-то, да, изменить что-то в существующих отношениях по двойке жезлов, либо интерес какой-то проявляете дополнительный двойкам, не знаю, к какому-то еще одному варианту дополнительному. Но туз мечей, нужно вести себя смело, решительно, нужно решать какие-то здесь проблемы, соответственно, то есть решать какие-то сложные вопросы, туз мечей находить выход из ситуации, в которой вы находились, и находились, возможно, долгое время, но сейчас у вас эта ситуация негативная завершается, и опять-таки по принцессе жезлов у вас больше по этому поводу энтузиазма и радости. И карта звезда в ближайшем прошлом, да, были планы, были надежды, вас вдохновляло стремление совместное к достижению ваших совместных целей по этой карте. И в ближайшем будущем, давайте посмотрим, у скорпиончиков карта шестерка мечей тоже. Что-то связанное с переменами или поездкой. Может быть, даже физически куда-то переехать, уехать, переехать вместе со своей второй половинкой. То есть можете рассматривать возможность совместного переезда куда-то, и для этого нужны решительные действия. Или вы здесь кардинально что-то меняете, и вот здесь явно интересуетесь, проявляете интерес, как это можно сделать, как можно эти перемены в отношениях произвести, какие-то шансы хорошие использовать, которые вам здесь даются. И вам для этого нужна решительность, решительные действия. И таким образом, этими решительными действиями вы уходите от негативной тяжелой ситуации, которая у вас есть в отношениях. Так, давайте посмотрим. Карта королева кубков. Отношения, наполненные чувствами, любовью, эмоциями по кубкам. И королева кубков у вас вместе с четверкой кубков выпадает. То есть, правда, по четверке кубков вы были в каком-то состоянии апатии, удрученности из-за того, что было в прошлом. Вас что-то могло действительно тяготить.
или вы какую-то неуверенность в будущем испытывали из-за этой 4 кубков, но вам дается новая возможность, этот кубок, и он в существующих отношениях, скорее всего, дается как хорошая возможность и шанс, который можно выбрать, и вам нужна смелость и решительность, чтобы его выбрать и таким образом прийти к другому берегу, приплыть, да, к другому варианту развития событий, более радостному, позитивному, но вы почему-то его не сразу замечаете, этот вариант, и по 4 кубков игнорируете поначалу, или не уверены, для вас ли это возможность, принимать ли ее, или там переезд куда-то вам предлагается, а вы думаете, стоит это делать или нет. Может быть, остаться там, где я есть, то есть никуда не переезжать, грубо говоря, да, ну, физически, если никуда не переезжать, остаться там, где я есть, хоть мне и не совсем комфортно, да, либо вы думаете о том, что лучше что-то поменять и использовать это предложение, потому что оно будет вашим хорошим шансом. И королева кубков на самом-то деле показывает отношения двух любящих людей, отношения в паре, которые, ну, на самом деле изначально-то, да, наполнены любовью, чувствами, и эта карта, она показывает здесь эти отношения, то есть это сердце этих отношений, королева кубков. Может быть, по королеве кубков что-то связанное с таким, как вы, водным знаком, то есть отношения с водным знаком или огненным, из воздушных здесь водолеи есть. Может быть, если такие люди присутствуют, да, такого знака в ваших отношениях, может быть, этот расклад будет больше вам просто подходить. И ваши страхи или ваши стремление — это 2 мечей, опять двойка. Двойка — это выбор, боязнь выбора какого-то, сомнения и попытка оттянуть принятие решения важного по двойке. То есть вы сдерживаете себя от принятия решения, хотя понимаете, что здесь нужно сделать этот выбор. И вы в какой-то степени стойко, долго терпели, выжидали, и понимаете, что сейчас эти перемены уже нужно осуществить. То есть вы боитесь дальше находиться в таком состоянии нерешительности. Вам уже и надоело в таком состоянии находиться, и вы боитесь загрузнуть в таком состоянии. То есть вы понимаете, что нужно уже какие-то шаги делать, соответственно, что ограждать себя от этого решения, необходимости принимать это решение, долго не получится. И финал или результат, собственно, июня для вас — это туз жезлов, это тоже решительность в каких-то новых начинаниях, переменах, в каких-то возможностях, соответственно, которые вам нужно использовать, и сделать этот выбор в паре, принять это решение, быть сильными, чтобы это сделать, то есть не бояться этих решений. То есть это как действие, да, идея, которая воплощается уже через действие в какой-то результат, то есть мысль, которую хочется реализовать, и по тузу жезла вы уже какие-то первые шаги здесь должны предпринимать, соответственно. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз, он такой небольшой, на отношения для вашего знака зодиака, для скорпионов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего в вашей паре. Примите правильное решение, которое от вас ожидает Вселенная. Надеюсь, большинству из вас это видео подойдет, и вы захотите оставить какой-то свой комментарий, свой отзыв. Буду очень рада на него ответить. На этом с вами сегодня прощаюсь. Берегите себя, берегите свою вторую половинку. До скорого!